Что известно о наступлении ВСУ в Курской области? Трамп готов был убить Путина, а Россия уже отработала нанесение ядерных ударов по странам Европы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. У Кадырова отказались от своих бойцов, попавших в плен. Алаудинов говорит о контроле ситуации под Курском и хвалится победами. Что происходит на самом деле? Знаете, что интересно? Мы действительно очень довольны. Я лично очень доволен. Россию надо усадить за стол переговоров в рамках второго мирного саммита. О чем еще идет речь в совместной декларации Италии и Швейцарии? И на каких условиях возможен мир в Украине? Трамп угрожал Путину, а тот не верил. Признание 45-го президента США в интервью Илону Маску. Что означают заявления? Ну, просто бойся. Я реально могу тебя убить. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас и начнем. Наступление украинских войск в Курской области продолжается. Происходит это сразу на нескольких направлениях. О непростой ситуации пишут российские Z-каналы. Они утверждают, что это тактика ВСУ – растащить силы российской армии по фронту. Причем украинским военным удается перебрасывать резервы и технику. Кроме того, скопление украинских войск замечено у границ с Брянской областью. В Z-пабликах также распространялась информация, что взрывы звучали в поселке Теткино в Курской области, куда тоже могут вскоре зайти украинские силы обороны. В то же время командир кадыровского спецназа Алаудинов уверяет, что все под контролем, но, впрочем, это стандартное заявление с российской стороны. К тому же Алаудинов фактически отказался от кадыровцев, которые попали в плен. Противник делает очень много вбросов, раздающихся в плен бойцов подразделений спецназа Ахмат, про бойцов АИДа. Короче говоря, много всего. Но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы. Если это наш боец, зачем прятать его лицо? Покажите, назовите позывной, сделайте так, чтобы было стыдно командиру. Хотя, в принципе, бывает в жизни такое, что кто-то может попасть в плен при разных обстоятельствах. Но, хвала Всевышнему, на данный момент ни один из наших бойцов в плен не попадал. Тем временем в украинском государственном проекте по предоставлению информации о военнопленных «Хочу найти» сообщают, что россияне уже массово пишут заявки и пытаются найти своих родственников военных, которые попали в украинский плен. Напомню, что среди пленных есть и срочники. Уважаемый Владимир Владимирович, мы срочники, которые защищали оборону в Курской области, после чего попали в плен. Мы очень просим вас поменять нас на бойцов из полка Азов. Мы очень боимся, и все хотят домой к своим семьям и родным. Z-блогеры и депутат Госдумы от Курской области Николай Иванов тем временем сообщают, что куратором КТО в Курской области стал бывший охранник Путина по его же приказу. Речь идет об экс-губернаторе Тульской области Алексее Дюмине. Помимо этого, Z-военкора обсуждают видео, которые записывают украинские военные, как утверждается, с российской территории. Например, около дорожного знака с названием города Льгов. Власти же этого города назвали это видео фейковым. Говорят, что ВСУ возят с собой такие дорожные знаки и снимают подставные видеоролики. Однако украинские военные тем временем сообщают, что взяли в плен уже и сотрудников Льговской исправительной колонии. Западные медиа сообщают, что более 100 тысяч россиян бежали из приграничных районов из-за наступления ВСУ. По оценкам военных аналитиков, удерживать все эти территории ВСУ могут от нескольких недель и более, а в целом же Курская кампания может изменить траекторию войны, пишет Американский институт изучения войны. О том, как наступление ВСУ ударило по Путину и его окружению, мы поговорили с политическим аналитиком Ольгой Курносовой. А вот сейчас Украина показала, что действительно и в международной политике в широкой, потому что заход в Курскую область – это, конечно, в широком смысле очень сильный удар президента Зеленского, и это, конечно, не только военная операция, но и операция политическая тоже. И Украина показала, что в эту игру тоже играют вдвоем. И, конечно, этого Путин совершенно не ожидал. И, конечно, для него это очень такая неприятная неожиданность,
Что касается России, я бы сказала, что это не то, что панические настроения, да, а внезапное обрушение, а это всегда случается внезапно, вот этого рейтинга, остаточного рейтинга доверия Путину. Те люди, которые еще месяц назад сидели на диване и говорили: о, сейчас-то мы тут надерем задницу вот всем, и просто наблюдали, оказалось, что война-то может и у них во дворе идти. И тут они подскочили и сказали: эти воры все украли и хотят, чтобы мы за них умирали, а мы не хотим. И вот эти настроения сейчас уже достаточно сильны, по крайней мере, в тех областях, в которых либо идут боевые действия, либо которые там близки. Я имею в виду Курскую, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Липецкую, Ростовскую области. Россия должна присутствовать на втором саммите мира. В этом уверены министры иностранных дел Италии и Швейцарии Антонио Таяни и Иньяцио Кассис, которые даже подписали совместную декларацию с призывом провести второй глобальный саммит мира с привлечением всех сторон. В декларации напомнили о призывах гарантировать ядерную и продовольственную безопасность, а также немедленно освободить всех пленных и вернуть в Украину депортированных Россией несовершеннолетних и гражданских. Главы МИД Италии и Швейцарии также считают, что необходимо создать переговорную платформу, которая будет основана на соблюдении международного права и принципов территориальной целостности, независимости государств, которые закреплены в Уставе ООН. Убеждены, что мир требует привлечения всех заинтересованных сторон и диалога с ними. Министры договорились поддерживать тесный контакт с целью сотрудничества в создании наилучших условий для проведения второго мирного саммита с участием всех сторон, включая Россию и всех заинтересованных глобальных игроков. Россия уже отработала нанесение ядерных ударов по странам Европы на случай войны с НАТО. Для этого будет задействован военно-морской флот РФ. Детали учения раскрывают журналисты Financial Times. Они изучили документы, которые были подготовлены для российских офицеров в период с 2008 по 2014 год. В них идет речь, в частности, о списке целей для ракет. Авторы издания пишут, что на картах, созданных для презентации, указано 32 объекта, которые потенциально могут поразить с российского флота. Например, Балтийский флот РФ якобы должен будет атаковать цели в Германии и Норвегии, военно-морскую базу в Бергене, радиолокационные станции и объекты спецназа. А вот Северный флот может поразить объекты оборонной промышленности Британии. Карты также включают сценарии войны с нынешними союзниками России, Китаем, Ираном, Азербайджаном и Северной Кореей, пишет Financial Times. Помимо этого, журналисты уточняют, что в документах идет речь о варианте демонстративного удара, то есть использования ядерного оружия в каком-то отдаленном районе для того, чтобы устрашить западные страны. Страны-члены НАТО после этого якобы должны понять, что РФ готова к применению высокоточного нестратегического ядерного оружия. Западные пилоты могут воевать против РФ на самолетах F-16, которые получила Украина. Однако это должны быть летчики на пенсии и которые будут наняты на эту работу. Такой вариант допустил американский сенатор Линдси Грэм. Он также говорит, что Украина будет это делать и ей это по сути выгодно, так как авиация работает, а украинские пилоты тем временем обучаются. Прокомментировал Грэм и операцию украинцев в Курской области, а также рассказал, что необходимо сделать с Путиным. Что я думаю о Курске? Смело, блестяще, красиво. Продолжайте в том же духе. Путин начал это, надерите ему задницу. В заключение я обращаюсь к администрации. Я ценю вашу поддержку. Пусть эти люди сражаются. Дайте им оружие, необходимое для победы в войне, которую они не могут позволить себе проиграть. Трамп намекает, что Путин боялся его и поэтому не начал войну против Украины раньше 2022 года. В интервью Илону Маску 45-й президент США пересказал часть своего диалога с российским диктатором. И я сказал Владимиру Путину: не делай этого. Ты не можешь сделать это, Владимир. Если ты сделаешь это, наступят плохие дни. Не делай этого. И я сказал ему, что сделаю в ответ на его действия. И он сказал: это невозможно. А я сказал: возможно. И знаете, это был последний раз, когда мы разговаривали. Трамп мог предупредить Путина, что его убьют, если он начнет вторжение. Об этом в интервью «Нехта» также рассказала политический аналитик Ольга Курносова. Ну, тут, мне кажется, все просто. Достаточно сказать, что
у нас есть твоя геолокация в любой момент твоего местонахождения, где бы ты ни был. И у нас есть средства доставки, и мы можем тебя уничтожить в любой момент времени. Единственное, что нас связывает, это международное право. Но если ты нарушишь международное право, а вторжение в независимые государства, нарушение международного права, ты снимешь с меня все такого рода ограничения. Поэтому, просто бойся. Я реально могу тебя убить, и если ты так поступишь, я это сделаю. По крайней мере, конечно, это моя гипотеза, но, понимая психотип Трампа, на мой взгляд, какие-то близкие к этому слова он вполне мог бы сказать. Надо понимать, что все западные политики больше всего на свете боятся даже начать разговаривать о режим-ченджи. И это то самое критическое ограничение, которое есть, я бы сказала, у российской оппозиции. Потому что, безусловно, мы не настолько сильны, чтобы могли опираться только на собственные силы. Мы можем пытаться убрать Путина, по крайней мере, от власти, сейчас не буду говорить про физическое устранение, только с опорой на каких-то союзников. А союзники почему-то этого боятся. Я уже сказала, почему этого боятся. В Минске заявляют, что пригласили в МИД поверенного в делах Европейского Союза в Республике Беларусь, чтобы рассказать ему о своей позиции отношения на якобы нарушение воздушного пространства республики украинскими дронами. У Лукашенко возмущены, что дроны, которые они якобы сбили, сделаны из компонентов, которые производятся на территории ЕС. А это, оказывается, далее цитата, потенциал радикальной эскалации военного конфликта. Интересно, что в МИД Беларуси также заявили, что республика выступает за мирное урегулирование кризиса, а не войны, путем переговоров. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.